Акции корпораций в EVE Online – это то же самое, что акции различных компаний в мире. Единственное отличие игровых акций от реальных – это их функционал. В EVE он в разы уже и не регулируется никакими правилами, в отличие от реальных. По сути, что в EVE, что в реале, акция дает ее владельцу право на получение дивидендов. Акции бывают двух видов – обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции дают право получать часть прибыли компании и участвовать в управлении компанией путем голосования. Привилегированные же дают долю прибыли больше, чем обычные, но при этом не дают права голоса. В случае с EVE тут действуют только обычные акции. Но как ими управлять, распределять и для чего они вообще нужны? Акции корпораций в EVE, как и в реальной жизни, удостоверяют их владельца, то есть инвестора, что тот является непрямым совладельцем корпорации, имеет право претендовать на участие в управлении корпорацией и претендует на дивиденды, а также долю активов в случае распада корпорации или альянса. Именно акции позволяют в EVE вкладывать игроками иски в перспективной корпорации и в будущем получать доход от ее деятельности, даже не состояв в ней. Как узнать стоимость акций той или иной корпорации? Дело в том, что определить стоимость акций корпорации, которая не имеет стартового депозита и активов, нельзя. Проще говоря, эти акции не стоят ничего, так как корпорация не имеет своих денег. Но если вы встретили амбициозную корпорацию, в составе которой более 50 человек, у которой имеются свои станции, логистика, в которую регулярно уплачиваются налоги, то и не грех поинтересоваться у лидера, не хочет ли он, чтобы вы стали инвестором их корпорации, и заинтересован ли он в продаже акций. Если же заинтересован и корпорации нужны деньги, допустим, на установку цитаделей, или для войны, или для других нужд, то тогда происходит расчет стоимости акций, если этого еще никогда не делалось. По сути, корпорация в EVE – это как публичное акционерное общество, но решение выпускать акции или нет остается за лидером. А расчет стоимости акций происходит по следующим критериям. Вначале складывается стоимость всех недвижимых активов – цитадели, атоноры, прыжковые врата и так далее. В общем, все, что может быть уничтожено во время войны и что пассивно или активно на этих станциях приносит доход. К примеру, у корпорации 20 зафиченных атоноров и 4 райтары. 20 атоноров и 4 райтары суммарно стоят 23 миллиарда. Затем к этой сумме приплюсовываются иски, которые находятся на главном счету корпорации. К примеру, 27 миллиардов. Итого стоимость активов корпорации составляет 50 миллиардов. Так как одна корпорация может выпустить всего 1000 акций, в таком случае мы делим 50 миллиардов на 1000 и получаем 50 миллионов. Это и будет стоимость одной акции. Решение о том, сколько акций приобретать, принимает сам инвестор, но по сути это напрямую влияет на сумму выплаты дивидендов. Как правило, дивиденды инвесторам выплачиваются раз в квартал, общей стоимостью 10% от стоимости одной акции. Лидер корпорации может и не платить дивиденды, но это обязательно нужно донести до инвестора в игровом чате и сделать скриншот как доказательство в случае неприятностей, вызванных жалобой в CCP инвесторам. Обязательно в игровом чате нужно обговаривать, как будет происходить инвестирование в вашу корпорацию, с дивидендами или без. Будет ли инвестор занимать должность, и обязательно указать то, что инвестор в любое время может вернуть акции в корпорацию по любому курсу, низкому или высокому. Также инвестор вправе перепродать акции любому игроку, но это уже имеется на сайте самой EVE. Как только лидер продает акции корпорации, он или его коллеги обязаны вести график стоимости акций и обновлять его хотя бы раз в неделю. Это делается очень просто и, думаю, объяснять не нужно. Кстати, деньги, которые были получены в результате продажи акций, должны находиться на отдельном счету, дабы не вызвать искусственный рост цены акций и их перегрев. А с деньгами инвестиций лидер может делать все, что угодно. Может вложить в развитие корпорации, что непременно приведет к росту стоимости акций, а может, например, все потратить на гиперреле. Но, как правило, инвестор и лидер договариваются о том, что большая часть или все иски будут направляться в развитие корпорации, так как это в интересах каждой стороны. О том, может ли инвестор остаться с носом, вряд ли, так как весь процесс сделки будет записан или заснят, и недобросовестный лидер рискует получить списание через CCP.
Конечно, лидер может опустошить счет корпорации, что приведет к падению стоимости акций, но сносить недвижимость и постоянно выгребать налоги не станет. А значит, акция не опустится ниже стоимости недвижимости. В любом случае, инвестор рано или поздно отобьет свой вклад за счет дивидендов. Если все будет нормально и корпорация или уже возможно альянс будут расти, то сможет продать акции и выйти еще в неплохой плюс. Но как поступить, если у вас уже не корпорация, а целый альянс, а инвесторы уже давно раскупили всю 1000 акций управляющей корпорации? Очень просто. Привлечь новых инвесторов можно путем выпуска еще 1000 акций. Как это сделать? Создать еще одну корпорацию, взять ее в альянс и перенаправить часть игроков из основной корпорации в новую, а новобранцев добирать уже в старую. Конечно, цена акций будет значительно отличаться, но рано или поздно акции по ходу развития корпорации будут расти в цене. Классным вариантом будет собрать всех карибасов в одной корпе. За счет налогов на фарме бюджет такой корпы будет ползти вверх очень быстро, а значит инвесторы скупят все акции достаточно быстро, так как дивиденды будут очень большими. В каких случаях стоимость акций корпорации может расти или падать? Далеко ходить не надо. Стоимость акций, а значит и сумма выплат дивидендов, падают в случаях если а. Враги корпорации регулярно сносят строения. Потеряв ту или иную цитадель, корпорация теряет активы недвижимости, а также тратит иски на ее восстановление. Это напрямую влияет на стоимость акций. Б. Из корпорации регулярно выходят игроки, а новые не приходят. Отсутствие налогоплательщиков чревато замедлением роста стоимости акций, а потеря большого числа игроков приводит и к падению, так как расходы значительно превышают налогообложение. В. В случае, если корпорация ведет активную войну. Любая война – это большие расходы. Одно, если война не ожесточенная и кратковременная, она может спонсироваться за счет самих игроков. Но если война длительная, то без задействия главного счета альянса не обойдется. И Г. В случае, если инвестор, выждав хорошую стоимость акций, решает их продать обратно. Инвестор вправе продать акции обратно по хорошей цене. Обычно это происходит сразу же после выплат дивидендов. В таком случае, если на главном счету корпорации достаточно средств, лидер корпорации не вправе отказать. В таком случае происходит частичное опустошение фонда корпорации, и акции на какой-то период падают в цене. Если все эти пункты, которые мы с вами разобрали, будут работать полностью наоборот, то и акции наоборот будут расти. Коротко говоря, покупать акции у корпорации – это все равно, что класть деньги в банк и получать дивиденды. За исключением того, что вернуть свои инвестиции вы сможете значительно в большом размере, если корпорация активно развивается. Если данная информация была вам интересна и полезна, и вы наконец поняли, для чего нужны акции в Еве, то обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, впереди еще много интереснейших выпусков, связанных с ETH Online. С вами был канал Триони, до следующих выпусков. Пока.